есть же несколько этапов, да, сделки, то есть ты идешь от левого края к правому. Ну, обычно так идешь, а если есть система, вот так идешь. От левого края к правому. Ну и, соответственно, у тебя есть этапы, да, определенные этапы анализа. То есть здесь ты анализируешь это, здесь ты анализируешь это, здесь ты анализируешь это, здесь ты анализируешь это, да? И когда все эти условия, там 2, 3, их может быть 2, их может быть 3, их может быть 4 условия, совпали, ты в итоге говоришь, что да, у меня есть сделка. Если где-то не совпало, сделки нет. Все элементарно, да? Больше 5 не надо, 2, 4 условия это оптимально, да? 3 это золотая середина. Это можешь делать сам, то есть сам. Ага. И второй вариант, это может делать алгоритм. То есть он может взять эти условия и сам смотреть, как у меня в программе Pro Trader AI. Это вот как раз автоматизированные торговые системы, да, своего рода искусственный интеллект, который берет те же самые условия, что можешь взять ты, и мониторит их. И когда они совпали, выдает. Но если сам ты можешь это делать, вот эта последовательность, ну, скажем, на 2-3 символах, не больше, а лучше на 2, просто больше не хватит внимания, то робот это может делать на неограниченном количестве. То есть бесконечное количество символов анализировать по вот этим 1, 2, 3, 4 критериям, и как только они совпали где-то, выдавать тебе. Плюс еще там мы можем ему запрограммировать дополнительные условия, но это не важно. Уже все. И ты смотришь такой, ага, сегодня, например, евро, там, или Сбербанк, или нефть, да, самый такой интересный символ, и на нем фокусируешься. Таким образом, твое внимание сосредоточено только на тех акциях, символах, где вероятность получить прибыль наибольшая. Вот и все. А если ты сам пытаешься анализировать много рынков, у тебя никаких шансов нет, потому что ты будешь то за одним бегать, то за другим бегать, где состояние ума, которое ведет к прибыли, оно какое? Сосредоточенное, сфокусированное только. Если оно не сосредоточено, не сфокусировано, оно убыточное. Все, других нет вариантов. А как оно должно быть сфокусировано? Либо ты сам торгуешь 1-2 любимых символа, 3 максимум, но лучше 2, либо ты используешь алгоритм, который позволяет тебе из всех рынков выбирать оптимально, потому что если торгуешь 2-3 символа, они могут стоять, там ничего долгое время не будет, и ты волей-неволей, да, и сделку начнешь придумывать. То есть систему, как я это называю, докручивать, оптимизировать. Но у меня нет сигналов, мне надо больше. Смягчу настройки, потом настройки смягчил, сигналов стало больше. Нет, много косячных. И вот ты все фильтр на фильтр, чтобы отфильтровать этот фильтр. И посвященным находишься в поиске оптимизации систем. Это важно, надо иногда делать ревизию, какую-то оптимизацию, обновлять, безусловно. Но что происходит? Ты совершил 5 сделок, или там 2 неделю попробовал, и у тебя что-то нет, это не та, это надо подкрутить, это надо сделать. Тебе надо просто фокусироваться на рынке, который реально производит прибыль и могут тебе такую прибыль дать. И сигнал тут уже второстепенный. То есть найти рынок по определенным критериям. То есть как ты вообще понимаешь, что, вот, например, сегодня торгуем Сбер, или сегодня торгуем нефть или золото. Вот что там, почему его? И потом в этот контекст, в эти условия благоприятные, ты в этих благоприятных условиях торгуешь свой сигнал, свой паттерн, свою торговую систему применяешь. Понимаете? Потому что торговая система подразделяется на ТС или стратегия. Это аналитическая часть, это техническая часть и это финансовая часть. Аналитическая – это как раз обстоятельства, ситуация, в которой надо торговать, контекст рынка. Это все делают мои алгоритмы. То есть он смотрит на ситуацию, он определяет конкретный паттерн, сигнал в этих условиях, то есть техническую, да, составляющую. И финансовая – это уже стоп-лосс, тейк-профит тоже определяется тоже с помощью моего советника, да, робота-советника. И все. Если где-то пробой у тебя, я имею в виду пробой в плане что-то не течет, да, протекает где-то, то вся вот эта конструкция будет рыхлая. Потому что есть трейдеры, которые начинают торговать один сигнал или систему, стратегию, и прям, в восторге, он неделю торгует. Блин, бабки шлепает. Довольный как слон, или месяц торгует, или с роботом, да, торгует. Ну, просто сигнал. Он просто открывает график, вот, сессия, все, сидит и работает. Ну, как, нормально же. Система, сигнал, вот, пришло, все, купил, продал.
И потом проходит время, и все идет обратно, то есть сливает деньги. И тут у него паника, что такое, что не так, что сбой, все, рынки изменились. Да не рынок изменился, рынок такой же, просто он идет циклами. И тебе нужно понять вот этот сигнал, в какой цикл его положить. Все. И когда ты знаешь, какой цикл положить, ты каждый раз ищешь, ждешь этот цикл, появляется в этом цикле сигнал, ты работаешь. Если этот цикл, этот сигнал сейчас нельзя положить в этот цикл, у тебя нет сигнала. Вот как сейчас, видите, нет ничего. Молчит сканер. Вообще даже не слышу ничего. Понимаете? Потому что нет соответствующего цикла. Как только будет, все условия совпадут и технически, и аналитически, когда они синхронизируются, бум, появится на сканере. Либо ты это можешь делать сам, но при этом на 2-3 символах максимум. А ну-ка. Вот вся соль. Поэтому некоторые трейдеры глубоко разочаровываются в различных стратегиях, системах, правилах торговли. Нет, они работали, но они перестали, рынок изменился. Это маркетмейкер. Это новости, все перекроили. И подобного. Ерунда, просто не то, что ерунда, это дичь полнейшая. Потому что если вы возьмете рынки 10 лет назад, 20 лет назад, циклы вообще те же самые. Понимаете? Просто тебе нужно положить в конкретный цикл рынка конкретный технический порядок. Да? Все. То есть синтакс, очередность, в которой появляются события на графике. То есть, например, для рынка, который, скажем, момент, вот, да, первая, одна из распространенных ситуаций, точнее ситуация, состояние рынка, вот он, параболический. Вот параболическое состояние рынка, тренда, моментом, да, популярное внутри дня. Сильный тренд, если вам так больше нравится. Какой сюда паттерн, сигнал положить, чтобы они работали здесь лучше? То есть, что свойственно рынку, который в таком параболическом состоянии находится? Какие там появляются паттерны, какие там появляются сигналы, как ведет себя индикатор? Вот, понимаете? То есть, мы берем на этот контекст, накладываем конкретные правила, технические, визуальные обстоятельства. Вот что было здесь, например? Да? Вот что было здесь, что привело к такому росту, техническая картина. И вот когда я создаю свои торговые системы, стратегии, я же опираюсь именно на это. То есть я смотрю на то, откуда приходят, например, взрывные движения. Вот первый вопрос, да, откуда они приходят. Такой, ну хорошо, давай просмотрим 100 взрывных движений и попробуем понять, откуда они приходят. Что рисует рынок, как ведут себя индикаторы, как ведут себя ценовые паттерны, объем и так далее. Вот как это, могу ли я это оцифровать, могу ли я это превратить в определенную последовательность событий, которая будет объективна. Ну, то есть, если я вижу здесь, вот в этой точке тренда, движения, это, то чаще всего я вижу движение вверх, бум, у меня готова стратегия. Теперь мне остается такие движения выявлять, ну, то есть такие моменты, да, когда рынок находится в этой фазе предускорения, скажем так. Туда положить технический паттерн, бум, готово. Да? То есть это минимальный базовый уровень, чтобы перейти дальше, торговать, ну, хотя бы иметь какие-то шансы. Но у большинства этого нет. У них большинства вот индикатор, период индикатора, настройка индикатора. У них все настройка, периоды, там, я не знаю, уровень какой поставить. Все внимание на это, вот все внимание. Я просто такой же был многие годы. Я дрюкал эти индикаторы все, просто менял к периоду. Вот один раз поставил настройку, вроде нормально. Что-то не пошло не то, меняешь. И получается, что ты делаешь? Ты меняешь настройку, оптимизируешь стратегию, систему, ну, то есть ее, скажем так, она перестраивается, и она действительно также начинает работать хорошо, но в другом уже цикле. И когда цикл меняется, опять слив, и ты опять прыгаешь. И вот так. То есть ты не понимаешь, что невозможно сделать один сигнал для всех рыночных условий. Это глупо. Ты делаешь один сигнал или одну стратегию, или одну комбинацию правил для определенной ситуации. Ну, например, первая какая ситуация? Это моментум, вот да, палка. Вторая ситуация – это когда цена удаляется от ценности, это потенциальный разворот. Третья ситуация может быть коррекция. Да? Для каждой ситуации будет свой набор условий. И это занимает много-много времени. Это не так, что ты за неделю взял и освоил. Это может быть занять несколько лет даже.
прежде чем ты наконец допрешь до этого. Есть более простые, безусловно, способы взять вот то, что сейчас вы видите на экране, и начинать это внедрять в реальном времени, на реальных графиках, практиковаться уже, потому что это уже отработанный сценарий, внедренный в эти циклы рыночные. И потом уже идет у тебя money management, управление позицией, но это просто потому, что все заложено в алгоритме. Ты нажимаешь кнопку, открываешь сделку, твоя задача фокусироваться вот на первых двух даже составляющих. Финансовый, он на 100% важен, но если ты будешь в начале своего пути фокусироваться на финансовом, или как некоторые трейдеры смотрят свою статистику каждый день, анализируют цифры. Но если ты, например, вчера потерял, ты думаешь, блин, как мне сегодня это отработать, или войти в сделку, которая сразу закроет этот минус. Да? Вот у тебя минус, например, и ты такой смотришь, так, эта ситуация, нет, здесь потенциал маленький, нет, наверное, я сразу не закрою, нет. И ты ждешь ситуацию, где сразу закроешь, а так, редко бывает. Вместо того, чтобы потихоньку, например, ты просел, вместо того, чтобы потихоньку откусывать, набирать уверенность, сначала нащупать плато, то есть, чтобы не провалиться дальше психологически, это не технически, потому что от тебя зависит, как у тебя будет идти на счете ситуация. Нащупать плато и потом потихоньку набрать уверенность. День-два, может быть, подрасти, но не так, что ты одной сделкой хочешь бац, и весь этот лосс снять. И смотришь только такую ситуацию. Ты предвзят, ты эмоционально заряжен. Откуда ты такую сделку найдешь? Ты, наоборот, еще просядешь больше. Потому что после просадки или какого-то неудачного периода первое, что тебе нужно, это нащупать плату. То есть ты должен немножко почувствовать, что все, на месте. Земля есть под ногами. Да? Не как обычно, когда депозит просто тает. Страшно, правда? И ты не знаешь, что с этим делать. Поэтому тебе нужно нащупать плату, сократить объемы. А не так, что ты берешь здесь еще больше объем, чтобы отыграть это движение. Да я возьму больше позицию. Или я поймаю движение большое. Дай одной сделкой сейчас все снесу. Не снесешь. Повезет, может быть, но в конечном итоге в следующей ситуации все сольешь. Понимаете, о чем говорю, нет? Насколько это важно? Или нет? Но я надеюсь, что вы понимаете, конечно. Да. Просто невозможно на эту тему говорить как-то спокойно, с таким лицом. Ребята, вы знаете, надо соблюдать риски. Money management. Это важно. Да, правила торговли. Это, херь собачья же. Что? Я это так знаю. А вот если мы туда сейчас копнем и копаем, представляете, как у вас должно же, да, происходить? Просто мне так никто не объяснял. Я был бы рад, если мне так кто-то объяснял бы. Я сам там копошился, вот это выискивал, все выуживал, это все по крупиночке. И когда ты находишься в просадке, психоэмоциональное состояние твое тело, весь твой весь ты не готов делать деньги в любом случае. То есть это не состояние, из которого приходят деньги. Поэтому ты снижаешь все и сделки, и количество, и процент риска, и все остальное, и торгуешь с одной целью. То есть твоя первая цель – стабилизация плато. Стабилизация плато. Не профит отыграть, скорее заработаю, поймай большую ерунда собачья. Ты находишь плато сначала, топчешься, может быть, не день, два, три, как смотря торгуешь, на месте. Или, может, чуть упадешь, вырастешь, нащупай. И потом постепенно вот это напряжение, давление спадет, ты начнешь потихоньку возвращаться в более дисциплинированное, сфокусированное состояние, сосредоточенное, и перейдешь на другую сторону, где твое состояние позволяет тебе видеть возможности, которые приводят к прибыли. А до этого не позволяло. Ты совершенно разный трейдер. Вот здесь ты один трейдер, вот здесь ты уже немного другой трейдер, трейдер 2. Начинается перестройка, успокаиваешься, все. А вот здесь ты уже трейдер 3, тот самый, который может зарабатывать деньги, потому что когда ты только... Вот даже я бы сказал, не здесь трейдер 3, а вот здесь, вот когда уже момент, когда ты чувствуешь, да, все окей, все нормально. Да, прошла вот эта волна, которая, да, негативная, отрицательная. Не в финансовом плане, а в психологическом плане. Бум! И вот тогда ты можешь увеличить объем. И вот это есть ключ к тому, как ты можешь преодолевать просадки, именно поэтому многие трейдеры сливаются. Но чтобы вот это ты мог делать, преодолевать, тебе нужно вот это. Без этого ты не можешь это делать.
Понимаете? То есть насколько это все взаимосвязано, и как это может просто заставить тебя переосмыслить все, что ты делаешь. Понятно, да? И вот смотрите, прошло 40 минут, а сделок-то нет. Молчит, ужас какой. Ну давайте посмотрим, вам интересно? Мне очень интересно, почему молчит все. Аркадий, что не так? Давай поменяем настройку. Ты идешь и начинаешь менять настройку, ты идешь и начинаешь менять период, ты идешь и начинаешь добавлять символы, ты идешь и начинаешь торговать что-то другое. Потому что ты не можешь, как я же, что я сижу, ничего не делаю, мне же надо открывать сделки. А потом ты идешь и смотришь, вот что ты делаешь потом. Ты идешь такой на другой, просто открываешь сам график, смотришь, ой, а здесь был сигнал, ой, а тут, и расстраиваешься, как будто это твои сигналы были. И что? И опять психологически ты мыслишь как убыточный трейдер. Вот я просто на себе это замечаю иногда. Я чувствую, как я постепенно, вот я сижу такой, настроился на сессию, все, нормально сижу, и тут начинается, ничего нет, да? И я такой думаю, посмотрю. И вот начинаешь смотреть и видишь, что там же сигнал был, а ты не взял его. И на свой счет воспринимаешь. А как он был, если его не было на скане, по системе? И ты такой расстраиваешься, и начинаешь зависать, думаешь, как я так упустил. Все, бум, с этого момента ты переключился на убыточную сторону. Все, ты уже мало что контролируешь. Понимаете, да? Но если ты это в реальном времени осознаешь, это уже круто. Да? Это позволит тебе быстро переключить внимание. Ты что, а ну-ка стоп, куда пошел? Поэтому 90 с лишним процентов трейдеров сливают бабки. Понимаете? В чем соль-то? Не в том, что ты чего-то не знаешь, ты дурак. Нет. Совершенно не с этим связано. Безусловно, важны учиться надо, знания. Но первопричина не в этом. Угу. Поэтому сиди и жди. Вчера вечером, в течение дня, тонны сигналов. Просто бум, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Пожалуйста, проявляй свою активность, работай. Рынок горячий, рынок готов. Если ничего нет, так не проявляй активность. Это же элементарно. Я понимаю, насколько это трудно, элементарно это сказать, но это очень трудно. И смотрите, чем чаще тебе удается сдерживать свое дикое, непристойное желание торговать, когда ничего нет, и наоборот, жать на газ, активничать, когда много всего происходит, тем, во-первых, больше шансов ты получишь, чтобы заработать, а во-вторых, ты натренируешь свой мозг, свое тело именно таким образом, что у тебя будет даже уже рефлекторно, это автоматически, когда все спит, ты такой спокойный, у тебя ничего внутри нет беспокойства никакого, что ты что-то упускаешь, а когда горячо, ты внимательно сосредоточен. То есть ты таким образом становишься в один ряд с этими рыночными циклами холодно-горячо, и чаще всего оказываешься там, где нужно, в нужное время, в нужном месте. И когда тебе не нужно, не оказываешься там. Понимаете? Вот и все. И твое мышление перестраивается. Автоматически это все происходит уже. Но для этого тебе нужно несколько таких дней перетерпеть. Но если ты опять скатишься, опять начнешь туда лазить, сигнальчики эти искать, все. До свидания. И опять одно и то же. Смотрите, каждое ваше действие, оно ведет либо в одну, либо в другую сторону. То есть, либо в убыточную, либо в прибыльную сторону. И вы можете здесь собрать все ваши действия, которые ведут в убыточную сторону, и все ваши действия, которые в прибыльную. И все эти действия я на самом деле описал. В убыточную что? Нет сигнала, ты торгуешь. Ты торгуешь больше, чем тебе положено по времени. Ты торгуешь большим объемом. Ты торгуешь еще большим объемом, когда у тебя что-то не получается. Все. Все твои убыточные привычки. Их на самом деле еще больше, там можно бесконечно. Прибыльно, что? Какое состояние у тебя, когда ты зарабатываешь деньги? Какое состояние рынка, когда ты зарабатываешь деньги? И когда ты начинаешь это осознавать и понимать, что это мое преимущество. Вот что значит осознание своего реального преимущества в трейдинге. Понимаете? А ну-ка лайк поставьте. Так как я через это все прошел и работаю с трейдерами много лет, и знаю все их сильные и слабые стороны, как они теряют деньги, почему,
Поэтому мне довольно легко даются вот такие видео. Но это только благодаря тому, что сегодня нет сигнала. Потому что если бы сигналы были, мы только там фокусировались. Потому что если я пытаюсь и там сфокусироваться, и на психологии, и на технике, и на сигналах, я обычно упускаю много сделок. И я не кайфую так здорово, потому что для меня важно торговать хорошо, да, нежели вести тренинг хорошо. Ну, так уж, если по-честному. Поэтому сегодня мы благодарим рынок отчасти, что ничего нет, потому что это позволило еще раз перед вами раскрыть вот буквально всю рыночную, да, вот эту как мне говорят, трейдерство. Вот такое противное слово. Трейдерство какое-то. Да, все трейдерство. Назовем это видео трейдерство. Трейдерство. Фу, кто его, блин, придумал? Ладно, давайте подождем. У нас 11:46 на часах. 15 минут мы с вами подождем.